Всем привет! Вы на канале Дневник Вратаря, и это передача «Нескучный обзор». Сегодня в выпуске мы поговорим о новой экипировке Ultrasonic, о щитках от Bauer. Для того, чтобы быть объективным и почувствовать, как эти щитки не просто выглядят, а как именно в них играть, мы провели тесты вместе с моим тренером Граевским Владом на льду. Но также мы сегодня покажем вам эту экипировку, можно сказать, изнутри, посмотрим все системы крепления и узнаем, что же такого нового Bauer сделали к 2020 году. В первую очередь хочу отметить, что поговорив с профессиональными игроками уровня ВХЛ и КХЛ, хочу отметить, что большинство из них использует экипировку Bauer, потому что для них очень важен вес формы, удобство и игровые характеристики, а именно отскок, удобство крепления на ноге, удобство движения и, соответственно, стиль игры. Сейчас все играют в основном Butterfly, поэтому тут новые щитки Ultrasonic подходят очень хорошо. Новые щитки от Bauer Ultrasonic крепятся к голени тремя липучками. Две липучки используются для крепления на голени, третья липучка используется для фиксации колена либо к коленному блоку, либо к голени, для тех, кто использует стиль Butterfly. Также есть система липучек крепления резинок под коньком, под пяткой пристегивая щиток к коньку и фиксируя его. И новая система Monster для фиксации щитка к коньку с использованием резинок. Но о том, насколько это удобно, поговорим с вами чуть позже. Также выразим свое мнение, мое и Влада. Что я хотел бы отметить по удобству. Не скрою, что эти щитки мне показались очень похожими с теми щитками, в которых я играю в текущий момент. Поэтому, выйдя на лед, в первую очередь я почувствовал, что они действительно очень легкие, они очень плотно сидят на ноге. И непосредственно по самому катанию для меня очень было удобно, и мне не пришлось вкатываться, хотя я с ними провел всего 2 тренировки. Но по ощущениям они мне были очень родные, поэтому щитки мне в принципе понравились. По отскоку. На мой взгляд, в щитках отличный отскок. Бросок шайбы с небольшой силой отскакивал от щитков в управляемом отскоке с очень большой скоростью. Тут вопросов у меня не возникло. Хочу сказать большое спасибо компании Bauer за предоставленную на тест экипировку. Хочу также отметить, что Bauer первыми откликнулись на мой клич о предоставлении экипировки для тестирования в нашей новой передаче. Также представитель от Bauer Павел участвует в показах новой экипировки на различных тренировках и сборах вратарей, что также очень радует, и при этом ребята очень открыты для взаимодействия. Большое им за это спасибо. Так как в тестировании экипировки участвую не только я, а также мой тренер Граевский Влад, давайте послушаем его мнение о данных щитках. Всем привет! Настало время настоящего обзора. Слушайте, я покатался в Bauer Ultrasonic 3 тренировки. Надо бы было больше покататься, но, к сожалению, времени больше не было, чтобы получше ее прочувствовать, понять больше, как она работает. Давайте немножко расскажу про щитки. Щитки достаточно легкие. Мы с Андреем, когда забирали форму в офисе Bauer, общались с представителями, и мой первый вопрос был: слушайте, ребят, вы же знаете, что Bauer делает, вы делаете конкретно некачественно, то есть ваши щитки, они разваливаются, и все об этом говорят. Да, мы знаем, мы переделали. Я говорю, да что вы рассказываете, серьезно? Он говорит, иди посмотри. Я такой, ладно. Я беру этот щиток, и он по весу он тяжелее. Для меня это хороший знак того, что щиток действительно стал качественнее. То есть это говорит о том, что они, скорее всего, поменяли материалы. Новый щиток выглядит очень классно. Отскок хороший, но я бы не сказал, что он бомба. Отскок как от нового щитка. Да, он хороший. Не улетает в космос куда-то шайба. Мне очень интересно, как себя покажут эти щитки на большой дистанции, да, когда они будут использоваться полгода, год, больше, да, и именно профессионалами, те, которые будут использовать эти щитки каждый день, по 2 тренировки в день, игры, да, потому что, это самый объективный тест этой формы будет. Мне дико не понравилась система Monster, которая называется система Monster, да, это крепление к конькам, щиток к конькам, да. Я бы сразу ее поменял на шнурок обычный,
Объясню почему. Потому что когда ты садишься в реверс и пытаешься играть правильно, то есть садиться шнурком, так называемым шнурком, не коньком, да, к штанге, тебе эта резинка не дает вытолкнуться. То есть она забирает у тебя силу и скорость. А шнурок, он ничего не забирает, он твердый, он плотный, и он, соответственно, с него ты выталкиваешься. Именно поэтому мне очень нравится эта система. Если вы не используете, не садитесь в реверс именно шнурком, то тогда окей, да, она здоровская, она классная. Но если вы используете этот элемент в своей игре и именно садитесь шнурком, то тогда эта система точно не для вас. Еще что могу сказать про эту систему? Я вышел на второй тренировке, у меня развязался просто узелок, который связывает эту штуку, вот саму липучку с резинкой. И я такой, типа, вы серьезно? Ну, типа, это новые щитки, ребят, так не должно быть. И они стоят каких-то космических денег. Еще могу сказать то, что щитки очень быстрые, в них реально очень комфортно делать слайды, перемещаться. Они прям здоровские. То есть для меня всегда было разделение такое, что Bauer — это про скорость, CCM — это про точность. Но надо понимать, что я вратарь, который последний раз выступал 2,5 года или 3 года назад, да, и тогда можно было разделить. Возможно, сейчас уже что-то поменялось. Я думаю, что, скорее всего, поменялось. Но Bauer действительно про скорость. То есть они именно про быстроту. Вот. Интересно, CCM про что? Дизайн, мне очень понравилось, как выглядят щитки, они действительно красивые. Коленный блок, он теперь стал твердым, как нам заявил производитель. Я не знаю, какой был коленный блок на Bauer 2S и Bauer 1S, потому что у меня были немножко другие щитки, у меня был CCM Premier, и там была немножко другая система. Плюс я играю без защиты колен, играл и сейчас тоже тренировался, и для меня, конечно, минус был то, что они твердые. Но это для меня, я один на очень мало вратарей, кто вообще без защиты колен играет, и поэтому я не могу объективно говорить о этом коленном блоке. То есть для меня было просто больно падать на колени. Ну, то есть не то чтобы больно, но это чувствовалось. Вот. Потом, конечно, на третьей тренировке я уже более-менее привык. Это все как бы более-менее рассосалось. Ну, наверное, не будет объективной моя оценка, потому что мне нужно посмотреть все модели из топового ряда, из новых моделей, да, CCM и так далее. Но я бы поставил, наверное, из 10, так как это первый. Ну, давайте поставим 7. Семерочку, правда, мне дизайн понравился, но как бы я думаю, что можно было сделать лучше в современном мире. Все здорово, кроме системы, которая, да, Monster, все здорово, поэтому она тоже входит в систему креплений, поэтому и она должна тоже оцениваться, поэтому за нее я поставлю 7. Так бы, если бы ее не было, я бы поставил больше. Я бы не сказал, что они супер легкие. Они легкие, то есть, ну, для меня они классные, легкие. Я не понимаю, зачем делать еще легче, когда они делали раньше. Оценка, наверное, 8. Хотел бы также отметить, что в новой линейке Ultrasonic 2020 года Bauer очень сильно заморочились на тему возможности подгонки щитков под себя. То есть там есть очень большое количество креплений и подгона. То есть вы можете липучку подогнать именно в то место так, чтобы липучка или ремешок пристегивались к ноге и вам было максимально комфортно. Вы можете менять систему крепления, это дает вам больше гибкости в настройках без какого-то перешива, а используя только то, что уже заложено от производителя. В первую очередь хочу сказать, что та оценка, которую мы даем экипировке, полученной нам на тест, это наша субъективная оценка, и ни в коем случае не нужно смотреть на нее, покупая или делая выбор экипировки в магазине, потому что у каждого свои ощущения, у каждого свой стиль игры, и нужно обязательно выбирать ту экипировку, которая подходит именно вам. По дизайну щитки на самом деле мне очень понравились, смотрятся реально очень прикольно, особенно если выбирать свою цветовую раскраску своей команды. И рельеф, который у этих щитков есть, на щитках он смотрится именно клево, поэтому я бы поставил по 10-бальной шкале, наверное, 8. По системе крепления, так как я с системой крепления на липучках знаком уже давно, и, на мой взгляд, система крепления на ремешках уже ушла в прошлое, я бы поставил 9 из 10, но это с расчетом, что возможно поменять систему крепления Monster на шнурки по замечаниям, как говорил Влад, для того, чтобы сделать
толчок от штанги, если вы играете в баттерфляе. Отскок у щитков мне действительно очень понравился, поэтому я бы поставил, наверное, 10 из 10, потому что сильнее отскок я пока не встречал. Опять же, это были новые щитки, интересно, как они себя поведут через определенный период времени после постоянных тренировок и игр. Пользуясь случаем, хочу сказать, что если вам понравилась футболка «Дневник вратаря» или толстовка, то вы можете заказать ее, перейдя по ссылочке в описании и заполнив форму. Что ж, это была передача «Нескучный обзор». Сегодня мы смотрели с вами новые щитки 2020 года Ultrasonic от Bauer. Хочу сказать большое спасибо еще раз представительству Bauer в России. И мне было бы очень интересно сравнить экипировку любительского уровня. Те ли же ощущения будут, но за меньшую цену. Если вы хотите этого, пишите в комментарии, какую экипировку, а именно какого производителя и какую форму вы бы хотели увидеть у нас на тестах. Всем счастливо, всем сухарей, любите хоккей, пока!